Друзья, всем привет! Вы на канале Мото Санчо. И сегодня мы с вами отправимся в путешествие по Европе. Карлов мост, Колизей, Лувр, Эйфелева башня и другие достопримечательности останутся в стороне от нашего маршрута, а я приглашаю вас в путешествие по обочинам Европы. Мне часто писали в комментариях, что я путешествую слишком быстро и не успеваю ничего посмотреть. Но мне кажется, что посещая популярные достопримечательности, за толпой туристов ты можешь просто не увидеть страну, не понять ее жителей, не увидеть тех самых обочин, где кипит настоящая жизнь. Ну а конечной точкой нашего путешествия будет Атлантический океан, Португалия. Погнали! Давайте запустим мотик, пускай греется. Слышите? Помпа работает. Вытягиваю подсос. Ага. Не нейтралка. Отлично. Есть зарядка. Пускай прогревается, а я тем временем одену перчатки. Многие писали, что без перчаток ездить плохо, неудобно, поэтому заказал. И вот буквально в последний день они пришли. Ничего такие, без пальцев, довольно удобные, натуральная кожа, 20 баксов. Дорого, дешево. Ну, если будут удобные, то недорого. Помаленьку выкатываемся. И первым делом едем на заправку. Потянет мотоцикл такой вес нас троих вместе с грузом? Ну, вполне себе тянет. Так, это что тут у нас такое происходит? Что за движение задним ходом? Погодка сегодня выдалась теплая, но такое ощущение, что может сорваться в дождь. Целый день небо в облаках. Несколько раз начинался мелкий, моросящий, но пока держится, пока ехать даже комфортно. Вон за кольцом заправочка. Топливо в Польше пошло в рост. 6,39 дизель, 6,52 95. А ниже 95-го здесь ничего нет. Газ пока дешевый, 2,61. Рядом магазин, супермаркет, Kaufland, куда мы обычно ездим затариваться продуктами. Сначала залью литра 3 в канистру, пускай будет запас. Ну и бак под завязку наполняем. Бак у нас совершенно небольшой, всего 12 литров. И хватает этого километров на 250, максимум 300. Ну а что касается маршрута, то его у нас просто нет. Мы сегодня едем в направлении Вроцлава. Может быть, заедем немножко дальше, за него. И где-то там будем устраиваться на ночлег. Едем автострадами. Дорогу региональными трассами до Вроцлава мы уже изучили. Она красивая, но довольно медленная. Много деревушек, много ремонтов, ограничений скорости. Поэтому сегодня, чтобы сэкономить время, выскакиваем на автостраду А1 и с нее свернем на А4. А4, кстати, обычно платная. Для мотоциклистов вот этот отрезок от Катовиц, точнее от Глевиц до Вроцлава стоит около 8 злотых.
немного. Но в этом году на время летних школьных каникул почему-то автостраду сделали бесплатной. Так что даже платить сегодня не придется. Что касается скоростного режима, до этого я по автостраде ехал 100, 105, иногда 110. И мог себе это позволить в режиме испытания мотоцикла. А сейчас, когда мы отправились в большое путешествие и впереди 1000 километров, ограничиваю себя 90 километрами в час. Достаточно того, что мы едем в одном ритме с дальнобойщиками. Они не обгоняют нас, мы не обгоняем их. А легковушки пускай летят, нам с ними все равно не тягаться. Главное, размеренно, спокойно, безопасно, надежно доехать. Первая остановка спустя буквально километров 15 пути. Дело в том, что на трассе прохладно. И если я, наоборот, наслаждаюсь этой прохладой, Танюшка сзади уже попискивает, что ей холодно и надо одеть куртку. Какая разница в ценах между тем, что в городе, и тем, что на трассе? Это, кажется, ларек, где можно купить виньеты в Чехию. Оплата дорог. Очень много людей путешествует на кемперах, на машинах. Дальнобойщики выстроились. Ну и мы тут тормознем. Рядышком стал дальнобойщик на ночевку с коровами или с овцами. Ну что-то там, какие-то животные едут. Ну а мы утеплились. Работает вентилятор охлаждения. Одновременно и помпа качает охлаждающую жидкость, и вентилятор охлаждает радиатор. При этом температура двигателя, видите, не знаю, градусов, наверное, 70. Мне писали в комментах, что недогретый двигатель — это очень плохо. Но я думаю, что все будет нормально. И быстро он прогреется до рабочей температуры. И все ему понравится. А рядышком, гляньте, на какой-то маленькой проселочной дороге мотопараплан, кажется, это называется. Парашют и моторчик с пропеллером, который одевается на лямках на спину, как рюкзак. Забавная штука. Вот и наш съезд. До этого мы направлялись в сторону Чехии, а сейчас сворачиваем на запад. Обходим Глевицы и идем на Вроцлав. Слева старая заброшенная шахта. Видите, шахтенный ствол с лифтом.
А справа огромные логистические склады. Очень развито грузовое движение. Очень много дальнобойщиков. Гляньте, просто бесконечные ангары с огромными рядами погрузочных ворот. Номер 92. Представляете, сколько одновременно машин может грузиться? Параллельным с нами курсом летит Аист. А вон еще одна летающая штуковина, но это уже мотодельтаплан с жестким крылом. А по дорожке катаются велосипедисты, люди на роликах. В общем, пятница вечер, все куда-то выбрались, все отдыхают. Дорога, несмотря на то, что считается платной автострадой, довольно живописная. Проходит через такие лесные массивы. Вот мостик для перехода животных, чтобы они могли беспрепятственно с одной стороны леса перейти в другую. Ну и как видите, я уже довольно давно еду за этой оранжевой фурой. Мы идем так 90-95. Я в воздушном кармане у него за кормой. Так, Хонде легче. Не надо преодолевать сопротивление встречного потока. Грузовик рубит воздух, а я за ним. Заодно и топливо экономим. Температурное табло на обочине. 22,9 воздух. И что-то там чуть выше температура дороги, асфальта. Итак, наша фура обгоняет еще одну фуру, которая тянется за еще одной фурой. В общем, мы с вами наблюдаем за гонками дальнобойщиков и сами, кажется, принимаем в них непосредственное участие. Вот вопрос, встроиться за нашим оранжевым или мчать дальше? Давайте за ним. Он вроде нормально так прогнозируемо едет, мы уже привыкли. Какой нам шустрый попался дальнобойщик. Никак не угомонится. Обгоняет и обгоняет. Давай, давай, давай. Подпихнуть может его сзади. У него не получается. Он очень медленно идет. И вот они поравнялись. Вот уже идут кабина в кабину. Бампер в бампер. Оранжевый, давай, вперед, мы за тебя болеем. Видите, соседняя фура притормозила. Он понимает, что коллеге тяжело. И немножко сбавил скорость. Ну что, отпустим нашу оранжевую фуру. Следующая остановка уже по моей инициативе. Я подмерз. Съезжаем на паркинг.
Сделаем небольшой технический осмотр. Помпа на месте. Течей нет. Потрескивает нагретый глушитель. Он, естественно, очень горячий. Цилиндры, тоже ощутимо нагрелись. Радиатор теплый и вверху, и внизу. Шланг от помпы тоже горячий. Ну-ка, если включим зажигание. Ага, включился у нас сразу и вентилятор, и помпа пошла качать. Чувствуется вибрация жидкости в шланге. Крепление канистры. Окей. Габарит светится. Здесь все держится. О! Заболталось. Кажется, один болтик ослабился. Но пока не серьезно. Можно будет поджать потом. Где-нибудь на стоянке. Может быть, на ночевке. Здесь габарит горит. Здесь тоже фара светится. Рюкзак на месте. Пойду прогуляюсь до ветру и двинем дальше. Чем меньше стоим, тем больше проедем. А сегодня видите как? Из-за этой облачности такое ощущение, что уже сумерки. Солнышко еще не село, но уже темнеет. На ближайшие 2 недели такие парковки будут для нас домом. Продолжаем наше путешествие. Нейтралочку. Слышите, уже не работает вентилятор. Остыло. Поехали. Гляньте, в просвете между туч видно солнце, оно еще довольно высоко. Это только кажется, что уже вечер. По пальциметру 1,5 часа до заката. Мы проехали еще километров 15. И у нас очередная остановка. На этот раз по Мишкиной инициативе. Он засыпает. Дело в том, что они с Танюшкой поменялись местами. Мишка сел сзади. Ему там было интереснее. Но сейчас он говорит, я засыпаю. А нам спящий ребенок на пассажирском сидении не надо. Пускай лучше идет спать в коляску. Поменялись местами. Мишка теперь в коляске, Танюшка сзади. Поехали, пока не стемнело. Ох, чувствую, будем мы сегодня по-темному искать место для ночлега. Вот над нами и еще один мотопараплан. Видите? Как же много здесь увлекающихся людей.
у которых есть хобби, и они готовы отдавать этому хобби свободное время. Например, вечер пятницы, когда весь цивилизованный мир отправляется в бары, чтобы забыться после рабочей недели. А поляки летают или катаются на велосипедах, или запускают радиоуправляемые модельки корабликов в озере. Помните, мы видели? Нас догоняет мотоцикл, кажется, с мигалками. Полицейский помигал аварийкой. Прикольно. Поздоровался. С вами сейчас наблюдаем восхитительное зрелище. Финал этого дня. Закат. Когда солнце вышло из-за облачности и показалось вот в этом просвете между облаками и горизонтом. Очень красиво. Рад, что у нас получается видеть и наслаждаться такими моментами. Какая же красота! Самый-самый краешек солнца еще торчит над горизонтом, но вот-вот спрячется и он. А я тем временем нарушаю одно из своих правил мотопутешествий. Останавливаться на ночлег за полчаса до заката. Обычно смотрю так по пальцам. Когда солнце на 2 пальца от горизонта, это значит, что до заката еще полчаса. Потом еще полчаса сумерек, в которые можно приготовить что-то себе поесть, разложить палатку. Но самое главное, по-светлому найти место для ночлега, потому что потом с этим становится гораздо сложнее. И вот сегодня, ради того, чтобы сделать как можно больше километров в первый день, в первый вечер путешествия, поскольку мы сегодня не целый день едем, а каких-то тут 2-3 часа, ради того, чтобы проехать больше, не останавливаемся и чешем дальше. Но закат определенно хорош. Такой на 5 баллов по 5-бальной системе. А комбайны в поле работают даже после заката. Вон сколько пыли подняли. Фары включил и молотит. А вот и лампа топлива засветилась. Но мы уже практически доехали до Вроцлава. Только что был знак 3 километра до поворота. Продолжим дальше движение по трассе А4.
но в районе Вроцлава надо где-то заехать на заправку. И, может быть, там же поискать ночлег. Какое-нибудь тихое, уютное место на парковке. А вот и ворота выезда с платного участка. Значит, мы доехали до Вроцлава. Ну, условно платного. Сегодня дорога бесплатная. Ну, давай, поворачивай. Стоит транспортная инспекция. Проехали, кстати, паркинг. Ну, ладно, нам сначала заправку надо найти. Так. Кажется, я вижу впереди заправку. Нам подходит. Надо брать. Залил полный бак и вошло 10 литров 250 миллилитров. То есть, если мы сделали условно 200 километров, то по 5 с небольшим на сотню. А если 180, ну, грубо по 6. А заправка очень необычная. Она какая-то проездная и расположена на островке безопасности между вот дорогами развязки. Треугольное само по себе помещение, здание, навесы, выглядит прикольно. И здесь нет парковки как таковой. Вот теперь у нас бензина достаточно. А пока мы заправлялись, полностью стемнело. И я думаю, самое время ехать искать место, где мы будем спать. Слева громадная Икея, Косторама, везде какие-то торговые центры. Окраина Вроцлава. А вот и знак парковки. Только что это за парковка? Кажется, она совсем маленькая. И здесь дальнобойщики стоят вдоль трассы. По-моему, там не будет места, где поставить палатку. Совсем-совсем маленькая. И даже туалеты, кабинки, био. Едем дальше. Километров через 10 снова знак парковки. Подозреваю, что это будет что-то похожее. Ну, давайте заедем, глянем. Вон стоят дальнобои. Но здесь они стоят хотя бы подальше от дороги. И парковка однозначно больше. Есть шансы, что мы найдем здесь то, что ищем. Так, асфальта нет. Остановились. Фишка в том, что мы здесь не первые. Стоит еще один мотоцикл, накрытый чехлом, а наверху, на пригорке, палаточка. Я не знаю, видно ли вам хоть что-нибудь в этих потемках, но, кажется, надо брать. Пойду наверх посмотрю, что здесь в плане места под палатку. Ну, вроде есть ровные участки.
все цивильно. Жаль, нету камеры ночного режима, ничего видно не будет. Но вот покажу, видите, красненькие огоньки мигают. Это всякие гаджеты стоят на зарядке внутри коляски. А мы с вами сейчас поднимаемся на холм и идем к палатке. Вон она светится. Отошли подальше от дороги, метров так на 20. И здесь гораздо тише. За счет вот этого подъема на холм отбивается звук. Получается тише. Давайте заглянем, как у нас тут уютно. Мишка уже улегся. Спальники, матрас. Красота. А вокруг ночь. Стрекочут цикады. Видите, вдалеке мигают огни. Это или ЛЭП, или что-то похожее. А может, ветрогенераторы. И какое-то зарево над трассой. Скорее всего, там парковка большая или заправка. Поужинал чашечкой крепкого кофе. Да, это моя фишка перед сном. Чашечку кофе выпить. И сейчас отправляюсь в палатку укладываться спать. Завтра у нас большой день. Мы планируем пройти около 800 километров. Но это пока только планы. Посмотрим, как они реализуются. А на сегодня у меня все. Всем спасибо, друзья. Всем счастливо. И всем пока.